Агрессор очень красиво и методично самоуничтожается. В России отметились очередным дном, а лукашисты заговорили словами Медведева. Привет, с вами Данута. Конечно, лукашистский генштаб выкатил очередную порцию бреда. Прикорытники заявили, что белорусские войска готовы применить ядерное оружие. Ага. И сразу после этого не будет никого, кто мог бы аплодировать этим героическим в кавычках заявлениям. На самом деле крайне недалеким и тупым. Наши смелые, опять-таки в кавычках, вооруженные силы совместно с российскими начали учебно-боевые задачи с ядерным оружием. Павел Муравейко, начальник генштаба, взахлеб заявил об этом. И вот все эти придурковатые генералы и полковники решили, что угрожать миру ядерным оружием – это прям пик мудрости и отваги. Особенно если об этом попросит их старший брат из Кремля. К сожалению, наша страна, благодаря прихрюкивающим у корыта генералам, оказалась на грани превращения в радиоактивный пепел, ведь в случае войны России против НАТО первым удар примет именно Беларусь. Председатель колхоза в центре Европы делает все, чтобы мирная страна превратилась в полигон для будущих боев. Цель по-прежнему та же – как можно дольше остаться у власти. А самое примечательное, что когда реальная война начнется, эти смелые военные первыми убегут в укрытие, оставив народ один на один с тем кошмаром, который они сейчас раздувают. Но, слава богу, Запад понимает, что белорусы – это заложники диктаторов. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 24 в Берлине, упомянул о белорусах. Он призвал противостоять агрессии Путина, которая, как правило, начинается с раскола, продолжается гибридной войной, а заканчивается полномасштабной бойней. Зеленский заявил, что ЕС нужен всем европейцам, каждой нации, разделяющей общие ценности Европы и стремящейся жить в мире. Украинцы такая нация, как и наши соседи в Молдове, народ Грузии, государства Балкан и другие, уважающие свободу и верховенство права. Обязательно придет время свободной Беларуси в Европе. Наши друзья продолжают в нас верить. Поражение России в войне против Украины откроет окно возможностей для демократических изменений в Беларуси. О нас не забывают и будут готовы помочь, потому что ценности свободы не знают границ, а достоинство невозможно запугать. Важно верить, готовиться и ждать своего шанса. Каждый может приблизить День свободы. Даже просто подписавшись на мой канал, поставив лайк и репостнув видео, вы делаете маленький шаг к правде. Снимайте розовые очки стабильности с глаз окружающих, которые все еще верят, что диктаторы заботятся о простых людях и что железный порядок лучше свободы выбора. Ну что ж, товарищи, пришло время полюбоваться на очередные героические подвиги армии великого и непобедимого союза разбитых мечт по захвату Киева за 3 дня, или же Вооруженные силы России. 10 июня в Северной Осетии очередной Су-34, видимо, решил, что летать это слишком скучно, и выбрал неконтролируемое приземление. В это же время в Баренцевом море, видимо, тоже от тоски и скуки, загорелся большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Тоже неудивительно, ведь с начала бесславной полномасштабной агрессии против Украины аварии военной техники, самолетов и кораблей в России стали чем-то вроде национального спорта. В марте мы уже наблюдали крушение Ил-76 и Ми-8, а в феврале еще один Ми-8 решил, что полет – это для слабаков. И все это не было бы так смешно, если бы не затронуло гражданское население. Самолеты падают на жилые районы, боеприпасы ведут себя нештатно, ракеты вместо Украины решают вернуться домой к своим хозяевам. Конечно, эти аварии не просто неудачные случайности, а прямое следствие преступной агрессии РФ. Санкции лишили, как агрессору кажется, великую Россию доступа к импортным компонентам, поэтому обслуживать свои самолеты и корабли у них выходит как-то через одно место – через жопу. Вот и плачется самопровозглашенный колхозник Путину, но бесчеловечно этот доступ к деталям перекрывать. Но поддерживать геноцидную войну – это ведь верх гуманизма, не так ли? В стране кривых зеркал, конечно, иначе и не могло быть. В целом можно констатировать, что российская армия деградирует с каждым днем и теряет способность безопасно обращаться с высокотехнологичными видами вооружений. И это уже вызывает обоснованную обеспокоенность за состояние их ядерного оружия, как на территории России, так и теперь уже на территории Беларуси. Вывод один. Демилитаризация РФ – это единственная гарантия безопасности для соседей России, а заодно и для всего мира и планеты.
и, конечно же, для самих россиян. А теперь обращение к россиянам. Поздравляем вас с очередным Днем России. 12 июня была замечательная дата, ведь в 90-м году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 34 года назад страна имела шанс стать процветающим государством, но что же из этого вышло? Вместо того, чтобы выбрать путь развития и прогресса, Россия решила обменять свои перспективы на призраки имперского величия. В результате вышла страна-изгой, чьи амбиции лишь углубили ее изоляцию и деградацию. Можно ли гордиться Россией? Сегодня российская – синоним лжи и насилия. В цивилизованных странах российский флаг стал символом военных преступлений и клеймом на человеке. Спортсмены вынуждены отказываться от своего происхождения, чтобы иметь возможность соревноваться на международных аренах. Русскоязычные жители европейских стран боятся признаваться, что они россияне, и предпочитают прикидываться белорусами. Россия превратилась в тоталитарное гетто, мешающее жить соседям и угрожающее дестабилизацией всему миру. Кремль все сильнее душит в своих братских объятиях союзников. Армения и Пашинян чуть не задохнулись, поэтому он ожидаемо заявил о выходе из ОДКБ. Путинский режим ведет страну к политическому, экономическому и нравственному краху. Возможно, сегодняшнее поколение россиян – последнее в истории этого государства. День России никак не тянет на праздник, ведь настоящий праздник в РФ может появиться только после денацификации и деколонизации, отказа от имперской политики и, конечно, искупления всех преступлений против Украины и других соседей. Так что, россияне, поздравляем вас с прошедшим Днем России. Сегодня это день, когда реальность догнала и перегнала самые смелые иллюзии и страшные опасения. Особенно, если об этом попросит их старший брат из Кремля. Вот такой вот маленький старший брат. Поэтому обслуживать свои самолеты и корабли у них выходит как-то через одно место, начинающееся на «жо» и заканчивающееся на «па». Через жопу. Как-то через одно место. Через жопу. Та-да-да-да-да-да!